Толя приехал и молча остался жить. И вы его кормите, поете, А как же, одеваете? я одеваю, да. Его мать выгоняла из дома все время. А вы ему кто? Но он мне внучатый племянник. Она не кормила его, заставляла работать. Узнали, что ее совсем по-другому зовут. Аризона Кокс. Полгода у вас дома не живет ребенок. Это же ужас и кошмар. Он у меня может и за волосы схватить. То есть он на вас руку поднимал? Да, и Паша разбил голову самокатом металлическим. И она взяла нож и ударила. Куда? Вот, по руке. Такого не было. Не любит мыться. Грязная, неопрятная, от них исходит неприятный запах. Это вранье. Мои дети моются каждый день. Елена Помогаева, которая сейчас придет сюда, она была свидетелем, как Толя спал в подъезде и даже пыталась как-то его подкормить в этот непростой для него период. Добрый день. Подросток вот уже 2 года скитается по родственникам, иногда даже спит в подъезде. Увидев его, наверное, подумаешь, сирота, что-то с родителями случилось. Но нет, мама у него есть, с мамой все в порядке. А вот с их отношениями, видимо, что-то не так. Ну, знаешь, как народ говорит, маленькие детки, маленькие бедки. Сегодня в нашей студии Ольга Васильевна. 15-летний Толя живет у нее дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна, вы уж меня простите за это слово, но я так понимаю, что вы уже на пенсии. Да? Давно уже на пенсии. Да. И Толик сейчас у вас. Уже около 2 лет он живет у меня. Он и так приезжал все время к нам. Ну, а тот постоянно живет у нас. У меня живет, да. А кто его обеспечивает? Вот 2 года он живет у Я. вас. Вы на пенсии, и вы его кормите, поете, А как же, одеваете? я одеваю, да. Ну, а как? У нас же зима. У нас не Африка, конечно. Сейчас купила и ботинки, 2 пары купила, и костюм спортивный. А как он оказался-то у вас? Вы ему кем приходите? Его мать выгоняла из дома все время. То есть она к нему очень плохо относилась. Всегда А может, и он относится. сбегал? Нет, он не сбегал. Она просто вот его недолюбливала и не любила никогда. Она не кормила его, заставляла работать. А как работать? Он мыл там фары машин, листовки расклеил. На эти деньги он питался. Это же невозможно так. А у нее детей сколько всего? 3. И она А ко он- всем так относится? Пока к Толе только так относится. А он старший, получается, Он да? старше, да, ему 15 лет. А отцы все... Все разные, все все. разные, ага. Мама его, Надя ее зовут, да? Надя, да. Она же тоже, когда была подростком, у вас Она жила. тоже у нас жила. Был конфликт у нее с родителями, и она к нам тоже у нас То есть года это у вас 3-4 вторая жила. серия, получается, с этой Да. семьей. А вы с ней пытались все-таки как-то поговорить? Но это ж не дело, что 15 лет пацану живет у вас. А она со мной вообще не разговаривает. А с ним? С ним говорила. Ну а что? Что он может сделать? Но вот у вас есть сложности с ним какие-то? Сложности? Ну, потому что мальчик, он, в общем-то, тяжелый мальчик. Вот. Любит только что-то, что хочет он делать. Я говорю, давай убирай. За собой убирай. Ты вполне все это можешь делать. То есть с дисциплиной проблемы у него? Да, вот такие процессы. То есть он запущенный. Не любит мыться, вот элементарно. Послушайте, а вы ему кто? Но он мне внучатый племянник. Слушайте, ну вот он 2 года, вы говорите, постоянно живет у вас. Да. А с мамой, вы сказали, вы не общаетесь. То есть мама что, сыном вообще не интересуется? Или они лично как-то переписываются? Крайне редко. Крайне редко. 1 или 2 раза я знала, что Толя вот за все время сказал, с мамой там разговаривал. И А всё. вам ни разу не позвонила? Ни разу не позвонил. Давайте посмотрим, как вы живете. Толь, выключись. Твои стрелялки уже надоели, просто всем надоели. Толя, отключись. Не буду никому подчиняться. И вот так вот всю ночь, может быть. Это просто уже невозможно. У меня всего-навсего однокомнатная квартира. За свои средства сделала ремонт. Для себя делала, чтобы было удобно. Толя приехал, вот, и молча остался жить. Это его спальное место. Его ноги – это моя голова рядом. Не могу заставить его помыться, никак не могу. Рядом, а такой запах не продохнуть. Толя! А вон он, мыться надо. Мойся каждый день. Какой каждый день? Каждый день обещает. Это новая одежда, которую я каждый раз покупаю. Вот свитер 1290.
Вот еще и брюки потеплее, которые 2000. Сложно, конечно, все это. В общем, все ужасно, просто ужасно. Что ли бездельник любит болтаться, ничего, вот так вот сидеть целыми днями и ночами в этом смартфоне сидеть. Я выход вижу только в одном, что его нужно отдать в учреждение детское. Я здесь жил год назад. Сейчас я живу у тети. Мама вообще не интересовалась. Был случай, они были в Егорьевске. Я не мог попасть домой, потому что не было ключей. Приходилось ждать в подъезде. Здесь я сидел и ждал. Мне некуда было идти. Не хочу жить в Егорьевске, потому что там дебильная школа-интернат. И она меня туда сдает. Мне обидно, очень обидно. Мама уделяет больше внимания Паше, Сёме, чем мне. Тетка не хочет, чтобы я с ней жил. Хочу жить один. Мальчик сложный, потому что все время она его из дома выгоняла. Жил в подъезде, в подвале, ни к чему не приучен. Поэтому я и прошу помощи, чтобы лишить мать родительских прав, а Толю оставить в детском учреждении. То есть вы где считаете, что ему в психологи, детский да. дом нужно? Да. А вы сами за помощью обращались в опеку, там, в ПДН, В опеку еще куда-то? обращалась. И в ПДН, и в отдел милиции. Все знают полиции, то есть. Подождите, знают и ничего не делают? Ничего. Скажите мне, пожалуйста, вот по его словам, он лежал в дурке, как он выразился. А какие основания это были у него в психбольнице оказаться? Мама для того, чтобы получать пособие как можно больше, каждый год укладывала его в психиатрическую больницу. Мать его укладывала. Ну, послушайте, если он здоровый, его же не будут каждый год класть в больницу. Но она провоцировала скандалы. Так. Она его специально провоцировала. Он говорит, что бегал за ней с ножом. Но если ребенка довести еще в таком возрасте, конечно, что угодно может быть. Вот вы ее называете Надей, а мы как-то, когда столкнулись с необходимостью пригласить ее на программу, узнали, что ее совсем по-другому зовут. А так она недавно поменяла имя и фамилию. Аризона Кокс. Я говорю, а почему не углерод? Аризона Кокс. Ну что же, у нас никогда в студии не было женщины с таким именем. Давайте позовем Надежду Гущу в прошлом, а теперь Аризону Кокс в нашу студию и спросим, что происходит с детьми. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сначала хочется узнать, почему фамилию и имя сменили. Мы с мужем, когда вместе жили, он сказал, что ему не нравится его фамилия. Какая? Гуща. И мы с мужем стали выбирать фамилию. Ну, достаточно необычный выбор фамилии. Так все, почему ребенок не живет с вами? Как она говорит, то, что 2 года он живет исключительно с ней, все это неправда. Потому что он в том году был в школе, он учился. То есть я за ним всегда бегаю, я стараюсь его привести в чувство, объяснить, что ему нужно доучиться. Почему мы переехали в Егорьевск, чтобы он именно учился в той школе, так как у него стоит диагноз умственная отсталость. Там специализированная школа. После этой школы, то есть они там, то есть не со справкой выходят, они сдают в этой школе также экзамены, Так. им выдают аттестат, и после этой школы он идет сразу в колледж. Он получает образование. Это все очень хорошо. Вы мне скажите, почему он с вами не живет? Я не раз за ним бегала. Я просила даже друга, потому что я, например, с ним справиться не могу, потому что он очень достаточно сильный. Вместе с Максимом мы ездим в Москву, мы его забираем, возвращаем. Он опять убегает, потому что... почему? Потому что там его ничего не заставляют делать. Я была там же. Она говорит, что заставляет мыться. Правильно же, Ольга Васильевна? Единственное, что она заставляет, Мыться, может- убираться. Просто он ее посылает. Он и также дома посылает. Значит, когда он живет в Егорьевске с вами, он учится в школе-интернате, верно? Да. То есть он дома бывает только по выходным. Смотрите, у нас такая была ситуация. То есть он говорит, я пойду в школу учиться, но с одним условием, то, что я каждый день буду уходить. Я написала в школу заявление, прошу отпускать моего ребенка каждый день. В итоге он один день сходил, ушел, все, на следующий день он пропал. То есть мы были вынуждены его перевести, чтобы он оттуда не выходил, потому что он до школы Понятно. уже не Теперь я дойдет. начинаю понимать, чего он хочет и чего он не хочет. Сидит, жрет, пьет, ни хрена не делает, сидит в компьютере, в школу не ходит. Мыться заставляет, но это можно сказать, что помылся.
А запах, ну а что, гормоны. Нет, он выходит, он даже может в душ не зайти, просто поставить в ванне и просто оттуда выйти. А у него давно эта водобоязнь началась? А он, наверное, с самого детства вообще очень сильно не любил мыться. Но когда он был маленький, мы как бы все равно его каждый день мыли. А когда он уже в таком возрасте, то есть, ну, я, честно говорю, я с ним справиться не могу. То есть, если я вот у него забираю планшет в этот момент, то есть он у меня может и за волосы схватить, он может... То есть он на вас руку поднимал? Да, и не раз. Смотрите, вы нам довольно подробно рассказали до программы о том, почему вы не могли с ним справиться, да и сейчас не можете. Давайте посмотрим, потом поговорим. Это моя московская квартира, она досталась мне от родителей. Старший сын очень постарался, чтобы угробить квартиру и превратить ее в место, где нельзя просто жить, пока не сделается ремонт. Здесь была раньше Толикина комната. Он все раздолбал. Там были обои вообще сожженные. А он любитель у нас сжечь. Вот также у нас и на полу есть следы. То есть он ну, что-то здесь жарил, прожег. Если я ему делаю замечание, то он сразу хватает меня за волосы. Молчи, смотри, мне дверь сломал, выломал! Это дверь в мою комнату. Толя ее благополучно всю разбил. Двери у нас теперь не закрываются. Был случай, когда я была в ванной, он начал выбивать мне дверь молотком, стучать и проделывать здесь дырки. Он стоял здесь с ножом, я не могла оттуда выйти никак. Вызывали скорую, пытались его определить в психиатрическую больницу. Забирать его никто не стал. Здесь уже находиться было невозможно. Мы собрались с детьми и уехали в Егорьевск. Сейчас мы с младшими детьми проживаем в общежитии. Это была комната Толика. То есть на этом месте стоял диван его, на котором он мог спать, то есть ему никто не мешал. Есть розетки, зарядки, также и стол есть где заниматься. А это комната наша с младшими детьми. Семочка очень любит играть в лего, собирать его. Пашка, он у меня художник, будущий. Я не знаю, почему Ольга придирается ко мне. Травит пса на опеке, пишет заявления необоснованные просто. Толик не избегает, но у него там все дозволено, и поэтому ему там проще. То есть если бы она его взяла и привезла бы домой, вернула бы, то я думаю, то, чтобы он хоть что-то понял. А как Толик с младшими-то общается, с вашими детьми? Он их обижает. Вот, например, Семочка, да, ему 6 лет, но тогда ему было 4 года. Он наступил Толе на ногу, Толе ему сразу по голове. Пошли они на улицу гулять. Толя берет, Паша разбил голову самокатом металлическим. То есть это постоянная агрессия со стороны его ко всем. А когда вообще с ним начались проблемы? На тот момент, мне кажется, когда вот он родился, нам уже сразу поставили диагноз гиперактивность. То есть нам уже в месяцев 3 назначили препараты. У вас с 3 месяцев с ребенком что-то не то со здоровьем, да? Да. И на протяжении всей его жизни вы наблюдаетесь у врача, он принимает какие-то препараты или как? Да, он должен принимать препараты, то есть нам выписывают, но... я не знаю, как он научился. То есть я ему даю таблетку, то есть я проверяю потом рот. Он каким-то образом умудряется их все равно куда-то выплюнуть. Но получается, что сейчас, пока он живет у Ольги Васильевны он лечение дома, также не он получает. же ничего не принимает, правильно Да. же? Несовершеннолетнему требуется лечение в специализированном медицинском учреждении. Мать не следует данным рекомендациям. Как нам это понимать? Смотрите, месяц назад мы обращались в ПНД, приходили к врачу. Врач с ним обсуждал обсуждал с ним то, что он должен выходить в дневной стационар. То есть с ним там поработают психологи, поработают с ним, получается, подберут терапию. И в тот день, когда мы должны туда ехать, Толин след простыл. Слушайте, вы что хотите от 15-летнего подростка, у которого диагноз стоит расстройство личности? Это претензия-то к вам, понимаете? Тем более вот здесь написано,
что все дети выглядят неопрятно, ходят в грязной одежде, от них исходит неприятный запах. Тут уже про всех детей, и тут уже как раз-таки про вас. У меня нет, дети у меня ходят Вы чисто. неоднократно привлекались за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Это потому, что Ольга Васильевна пишет заявление постоянно. Кстати, Паша ходит в школу? Паша 10-летний. Да, он ходит. А какие у него оценки? Тройки У младших-то нет диагнозов никаких? нет. Нет, Дети а почему здоровые. они тоже не моются? В плане они не моются. Ну как в плане? Это написано в документе. Ходит грязная, неопрятная, от них исходит неприятный запах. Это вранье. Мои дети моются каждый день. Пособие вы получаете на детей? Как многодетные мы получаем, получается, 6 тысяч. И на Толика, получается, его пенсия 15 тысяч. Какая пенсия? По инвалидности. Так. А вы вот полгода, пока он у вас не живет, переводили эту пенсию по инвалидности Ольге Васильевне? Он мне сказал, то, что он у нее не живет, он находится у своего друга. И вы эту пенсию куда дели? На карточке у нас. Ну, вы слышали, что вы сейчас сказали-то? Что? Мне сын Толик сказал, что он не живет у Ольги Васильевны, он живет у своего приятеля. Я правда, я не понимаю, где я сейчас нахожусь. Но ведь Ладно, Ольга Васильевна все-таки там принимала участие в вашем воспитании. Вы знаете, кто Ну, это, родственница где это, какая-то. взрослый человек. Нет, оказывается, вам абсолютно Она пофигу. взрослый Если, человек, подождите. она мучила моих родителей постоянно. Она также писала все Представляете, кляузы я всех и также мучаю. пыталась лишить родительских прав их. Хотя мама за мной постоянно бегала. Она устроилась ради меня в школу. Папа у меня тоже в полиции работал. Но она постоянно брала и писала. Ей просто заняться нечем. Но почему ты все время жила у нас 3 или 4 года? Почему ты всех мучила? А потому что там делать ничего не надо было. И поэтому и Толя также. Ее не учили, ни за ней не ходили. Люди помогли ей окончить школу. Ее в колледж определили. Через месяц после того, как она в колледж пошла, ее выгнали. Ольга с 15-летней надеждой намучилась. Аризона, скажите, пожалуйста, вот Ольга Васильевна говорит, что дальше она бы хотела, чтобы ребенок оказался под присмотром государства. Так вот, кроме того, как сдать в детский дом, грубо говоря, какая у вас есть альтернатива? Я хочу, вот серьезно, вот я больше всего хочу, чтобы он закончил школу. Я его просила: Толь, пожалуйста, остался последний год. Я с ним разговариваю постоянно, говорю: пожалуйста, закончи школу. Задали вам вопрос простой. Как вы относитесь к тому, что Ольга Васильевна хочет, чтобы ребенок был в детском доме? Я думаю, что даже Толя будет негативно к этому относиться. И не только Толя. Она считает, что вас надо лишить на всех 3 родительских прав. И мои дети будут против такого поворота событий, потому что они любят меня, и я люблю безумно их. А при чем здесь дети? Я спрашиваю, вы как к этому относитесь? Я негативно. И что вы будете делать для того, чтобы этого не случилось? Мы будем с Толиком и дальше разговаривать, обсуждать. Пора позвать Толю в студию, спросить, что он думает о будущем. Все в том же костюме. Да, в том же офигенно, грязном. Наталья. Толь, привет. Здрасте. Расскажи, пожалуйста, нам, почему ты ушел жить к Ольге Васильевне от своей мамы? Из-за школы. А что именно в этой школе тебе не нравится? Жить там надо. Ага. А ты хочешь ходить в школу, а потом Да. домой возвращаться? Да. Ну, вроде мама же написала заявление, чтобы тебя отпускали по вечерам домой. Нет. Она нам сказала, что написала заявление. Нет, не писала. Толь, вспомни, пожалуйста, когда мы только туда Меня же не поступили. выпускали. Тебя выпустили тогда, но ты просто не вернулся в эту школу на следующий день. Скажи, пожалуйста, это касается всех школ или конкретно Всех. этой? То есть ты просто не хочешь ходить Да. в школу? А на домашнем обучении ты готов быть? Он был на домашнем обучении. Мне также звонили учителя, просили сидеть с ним за партой, потому что он начинал снимать, он начинал хамить. То есть мы тоже это все проходили. Я не бездействую, я хожу за этим ребенком. А что, тебе учиться не нравится или люди не нравятся? Ну, и то, и то. Ага, понятно. То есть у тебя друзей нет? Есть. Значит, кто-то тебе все-таки нравится? Ну да. А что за друзья? Ну, футбол, команда. Ты в футбол играешь? Да. Круто. А еще из-за чего с мамой конфликты? Из-за школы мы поняли. А вот видели видео, ты там прям дерешься с мамой. Да. Это было. что за история? Я уже не помню. Давно Ну, ты было. часто на маму руку поднимаешь? Нет. Ну, посмотри, тут прям вообще Я за знаю. волосы ее оттаскала. Но Мы ножом только дерется. проснулись прям.
Кто дерется? Мама, Ножом? да. Это как? Ну, так вот, На тебя с ножом? да. Это правда? Нет, такого не было. По-моему, нож я ее взял в комнату к себе. И она взяла нож и ударила меня. Куда? Вот, по руке. Покажи. Ага. Это правда? Это неправда. Ну что, он придумывать будет, он что ли? пришел с улицы уже с этим порезом. И мы пошли, мы хотели сначала ехать в травмпункт, зашивать ему. Он отказался. Я пошла покупать ему клей и заклеивали мне руку. только что ваш сын шепнул на ушко. Просто мама сейчас скажет, что я больной. Нам просто Ольга Васильевна сказала, что ты на маму обижен за то, что она тебя все время в психиатрическую больницу кладет. Конечно, Это правда? да. А ты часто там лежал? 9 раз, по-моему. Угу. Скажи мне, пожалуйста, Анатолий, дальше-то что у тебя в жизни будет? Не знаю. Ну, если в школе не учиться, что будет? Работать пойдешь? Я буду учиться в школе. Будешь? Да. Тебе же не Ну, нравится. 9 класс закончить надо. Надо. Да. А потом куда? Не знаю. Ну, в университет, После 9 класса не получится. колледж. Я не Колледж? знаю, куда там идут. Ну, смотри, в университет только после 11-го. Мгм. А на кого? Сварщиком. Сварщиком можно и в училище пойти. А почему сварщиком, скажи мне? Откуда у тебя такая тяга к огню и ненависть к воде? Мам скажет, что ты с детства не любишь воду. Почему? А Ольга Васильевна тоже говорит, что ты не моешься. Моюсь, но редко. И когда ты начнешь в школу ходить? Когда меня переведут в нормальную школу, адекватную. Не вот там, вот, где жить надо. А ты хочешь жить у Ольги Васильевны или у мамы? И Или там где? у Ольги. Ольги Васильевны. Но она не хочет, чтобы я с ней жил. Да. Значит, у мамы. Если ты в присутствии мамы и своих братьев устроил в той квартире, если мама нам не лжет, конечно, да, и пожары, и диван прожег, Это и правда, обои кстати? сжигал, и Обои я разгромы. отдирал, но не сжигал их. И диван не жег. И, Не жег? кто дверь эту вот так выгнул, Выломал дверь. Ты? повредил? Мама, я когда там запирался от нее, она брала дверь эту, ломала. Значит, смотри, мыться мы не моемся, в школу мы не ходим. Надо бы пойти, потому что потом сварщиком хочется стать, но не факт, что пойду. А за собой, я так понимаю, еду ты умеешь готовить, нет? Да. Какую? Ну, суп, яичницу. Да ладно, суп можешь сварить? Какой? Да. Любой. Вы знаете, что у него золотые руки. Ему вот только получить образование вот такое. Вот, мы про это и Во-первых, говорим. Слушай, Во-первых, он прекрасно в электричестве разбирается. То, что я вообще делать не умею, он мне починил выключатель. Толь, а ты вообще понимаешь, что сейчас все очень серьезно? Да. Ситуация такая, что Ольга Васильевна не может, ну, просто не в состоянии с тобой справиться. С характером, с возрастом, неважно. Ей тяжело и физически, и материально все тяжело. И хотелки А твои мама твоя кончились. не исполняет свои родительские обязанности по отношению к тебе, потому что ты дома не живешь, в школу ты не ходишь, значит, с мамой ты не общаешься. А за это, Я знаю. внимание, что? Детдом. Ну, а что делать будем? С мамой жить, учиться. Ну, ты сейчас своим поведением делаешь все, чтобы твою маму лишили родительских прав. Ты это понимаешь? Да. Ну? И ты правда хочешь мне сказать, что ты вдруг такой на этой программе все осознал Нет, я такого не говорил. и поедешь сейчас жить к маме и будешь ходить в школу? Нет. Смотри, Не мне так- поедешь? Нет, подожди, ты только что сказал, надо ехать к маме и учиться. Сейчас ты уже говоришь, что не поедешь. Анатолий, Да, да. сценарий, скорее всего, будет такой. Маму ограничивают в родительских правах. Тебя и младших детей отправляют под опеку государству. То есть тот самый, условно, назовем его детский дом, да, специализированный центр. Для тебя это благо, потому что там ты можешь пройти до обследования. Если тебе действительно нужны какие-то препараты, ты будешь их там принимать. Ты будешь одет, обут, уж точно тебя заставят там в душ ходить. Ты будешь учиться, закончишь там 9 класс. Оттуда выпустишься в колледж. А вы знаете Максима, друга Да. мамы вашей? Да. Хорошие у вас отношения? Ну, так. Просто он-то считает, что даже если будет принято решение, не нами, разумеется, а государством, определить тебя в детский дом, то братьев твоих не надо, поскольку мама справляется с их воспитанием хорошо. А вот почему он так думает, мы сейчас у Максима и спросим. Здравствуйте. Вы давно знаете Аризону? Ну, наверное, более
4,5 лет. А в каких вы отношениях? В дружеских. Мы общались сначала... Семьями. Да, я на тот момент с девушкой жил. Вот. Они сначала как бы между собой. Я немного негативил, как бы. Как мать, она справляется со своими обязанностями? Да, младшие дети, как бы, ну, кто-то играет, допустим, Пашка уроки делает. Заставляет своих детей делать, ну, как бы то, что, ну, нужно. Допустим, ну, в комнате приубраться. Она оставляла детей одних на несколько дней. На несколько дней? Да. Я детей одних не оставляла ни разу. Дети оставались со Паша мной кошеварил, несколько дней. готовил еду для Семена. Толик, бывали Неправда. такие ситуации, чтобы мама оставляла всех одних дома? Нет. При вас не было? Нет. Взять Анатолия, как бы, допустим, если он покушал, ему не затруднит, допустим, кинуть на пол. Допустим, ну, что-то не доесть, положить собаке, потом сказать то, что я это есть не буду. Вот. Как бы это я видел. Но И она что? с ним не справляется уже, верно? Он начинает проявлять агрессию. Я понимаю, я про это говорю, она не справляется. Это надо признать, правда ведь? Но в какой-то мере, да. Был момент ведь, правда, в жизни Анатолия, когда ему пришлось в подъезде ночевать. Но то, что происходило в Москве здесь, как бы я не видел. Понятно. Елена Помогаева, которая сейчас придет сюда, она была свидетелем, как Толя спал в подъезде и даже пыталась как-то его подкормить в этот непростой для него период. Идите к нам. Здравствуйте. Ой, какая красотка. Здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему Толя спал в подъезде, скажите нам? Ну, этого я не знаю, почему он спал. Но вы это видели своими глазами? Он часто, постоянно там спал. И утром девочки, когда с 5-го этажа выходили, они ему пирожки давали покушать. А это в вашем подъезде происходило? Да, я А где он спал-то? Прям на лестничной там клетке? что-то или- такое, да. Матрас там был. Там, да. Он очень часто там спал. Но когда Надя вызывала, видимо, полицию, и стали дежурить полицейские, бегать вот в подъезде, Толика искать. Он перекинулся в соседние дома. И вот женщина из соседнего дома сказала, что в 5 утра она вышла гулять с собакой, чтобы потом на работу ехать, и услышала шуршание такое. Кто-то побежал наверх. Вот, она поднялась, ну, уже знала, потому что Толик иногда ко мне вот говорит, можно я с вами погуляю с собакой? Ну, некуда ему деваться, и вот мы с ним ходили. И видели, что со мной молодой человек ходит. Вот я рассказывала такую ситуацию, и вот эта женщина как раз-таки вспомнила о моем вот разговоре, что вот Толика из одного подъезда выгнали, здесь полиция его дежурит, все время ищет. А там он как пристроился, она заходила в орган по опеке, ходила, спрашивала, ну что ж такое-то, мальчик такой вот ходит по подъездам, спит, вообще кормить его никто не кормит. А там ей ответили, знаем такую проблему, но семья выписалась в Егорьевск, мы все документы отдали и легко вздохнули. Толь, слушай, ну, подъезд, какой-то грязный матрас. Зачем ты уходил туда спать? Не хотел с ними жить. И что, лучше в подъезде на матрасе, чем с ними? Ну да. Если вы там пожили, вы бы тоже выбрали подъезд. Почему? Ну, потому что вот так вот. Ну, а что не так? Отношение к тебе, условия жизни, что не Ну и так? отношения, и условия жизни. Ну, мама говорит, что ты мусоришь, а ты говоришь, что это она мусорит. Я убираюсь. А мама не убирается? Убирается. Но очень редко. То есть мама не Я ряха. удивлен, что там чисто было в квартире. Мы пообщались и с другими соседями тоже. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Толя, да, проблемы все время. Не то, что он из дома не убегал. Живет в подъезде здесь. Ну, подкармливали. Не к нам всегда очень вежливо, хорошо относится. Я не вижу у него никаких психических отклонений. Ну, то, что они конфликтовали, часто было слышно. Она громко кричит на детей. Как-то в прошлом году мы даже ругались, потому что на 5-м этаже устраивали тут банкет. С ней ходили мужчины различные. Здесь вот были пьянки, попои. Она выходит сюда полуголая, то есть постоянно курение на лестничной клетке. Эти люди, они невменяемые. Толик
прошлым февралем вот здесь прожил месяц. Вот здесь. Потому что она не пускала его домой. И я своими ушами слышала, как она говорила, что до 10 часов нет. Он: мам, пусти, пожалуйста, все, у нас весь подъезд за него переживал. Мальчик рос, он не был агрессивным. Я видела, что этот ребенок, да, где-то мусорит, да, где-то шкодничает, но он не обижает своих братьев и сестер. Он здесь, он не просто так сидел, он сидел, читал книги. Он к ним бежит, он их ждет, они его не пускают домой. Ну, бедный парень, как говорится, судьба у него незавидная. Потому что все время по подъезду очень долгое время сидел, бывало. Не встречался с тем, чтобы он как-то особенно там, себя как-то вел, там, неадекватно. Потому что одежда у него постоянно одинаковая. И я еще думаю, тут сам кутаешься, а он зимой и летом одним цветом. Чуть ли не в одной кофте. Это с первого этажа Алешины друзья каждый раз поднимались на 5-й этаж, и они там пили. Вот, кстати, он обижен на маму, что она его в психиатрическую больницу кладет. Вот вы с ним много же общались. Вы считаете его умственно отсталым? Нет, нет. Это просто нежелание учиться, отбито, наверное. Он очень умный, сообразительный мальчик. То есть просто лень? Это просто лень. Вот у него мозг ленивый. Его вот нужно вот корректировать вот в этом направлении. Толь, в какую школу ты хочешь пойти учиться? В обычную. Ну вот если я буду учиться в интернате, это то же самое, что и детдом. Если тебя сейчас отправить в обычную школу, ты программу-то потянешь? Нет. Нет. Ну а как быть тогда? Давай ходить в эту школу, только уходить из школы домой. Толь, ну давай мы это проконтролируем. Ну ты нам веришь? Вот если ты будешь приходить в эту школу и после школы уходить домой, тогда ты на нее согласен? Ну да. На самом деле сейчас есть все основания для того, чтобы ограничить вас в родительских правах минимум на полгода, поскольку, ну, к старшему сыну 100%, к младшим здесь под вопросом, но основания, тем не менее, имеются. Для того, чтобы вам помочь, чтобы вы сами могли себе помочь в данной ситуации, вам нужно наладить сейчас взаимодействие с органами опеки, нужно навести порядок дома, нужно наладить отношения со старшим сыном и сделать так, чтобы он посещал образовательное учреждение и чтобы он жил дома. Вот знаешь, что я тебе скажу, Анатолий? Никто легального права на насилие не имеет. Никто, кроме государства. И государство в некоторых случаях не просто может применить насилие, а обязано это сделать. Поскольку ты несовершеннолетний, не отвечаешь за свои поступки, не исполняешь своих обязанностей. У тебя же не только права есть, у тебя еще обязанности есть. Обязанности учиться желательно хорошо, обязанности поддерживать нормальные отношения с родителями, ну, в данном случае там с мамой, и много других обязанностей. Так вот, если ты их не исполняешь, а права у тебя есть, эти права государство будет защищать, не спросив тебя, хочешь ты в детский дом или нет. Понимаешь? Хотелки кончились. Все. Просто очень... Вступай во взрослую жизнь уже и понимай, что как только у тебя право появляется, моментально появляется и обязанность. Если вы кого-то знаете, кто нуждается в помощи или сами готовы помочь, обращайтесь к нам, пожалуйста.